10 октября 2025 года – это не просто дата, это день, который полностью изменил крипторынок навсегда. В этот день без какого-либо триггера абсолютно все монеты полетели вниз на десятки процентов. И даже такая монета, как XRP, за секунду обрушилась на 50%. Ликвидации зафиксировали исторический максимум почти 20 миллиардов долларов. Но тогда рынок начал терять не просто деньги, а самое важное – веру, которая сейчас после красной недели остается все меньше и меньше. Нам хватило всего 1 минуты, чтобы увидеть, что даже за самыми крупными проектами почти ничего не стоит, и цены могут без какой-либо причины укататься на 50, а то и на 70%. Да, это был сильный удар, но вера в снижение ставки на фоне падения инфляции была сильнее, что не позволило сразу улететь на дно. Но в начале года операция Трампа в Венесуэле, напряжение в геополитике, вроде бы обошлось, но потом война в Иране, нефть выше 100, попытки Трампа на быстрый финал, но все, что мы получили, это по-прежнему дорогую нефть, скачок инфляции до уровня 2023 года и шансы на повышение ставки ФРС в этом году. И вот буквально неделю назад начался еще один большой пролив на 20%, который меняет условия на рынке и, соответственно, подход к инвестициям как минимум на ближайший год. Ведь либо мы повторяем историю 2022 года и ждем самый масштабный разворот рынка уже этой осенью и легко забираем свои X3 от текущих уровней, либо нас ждет беспрерывное падение с полноценным кризисом на фондовом рынке и в экономике США. Друзья, знаю, что за это время накопилось очень много вопросов, и сегодня я на них отвечу. Вы четко узнаете, где, по моему мнению, находится дно, я даже оставлю тайм-код, когда может начаться разворот рынка, в какой фазе цикла мы находимся на самом деле, что делать, если вы в просадке, продавать, готовиться к более низким уровням или просто ждать. Также скажу пару слов про альты, которые в глубоких минусах после 10 октября. Ну и как всегда разберем фундаментальные факторы, расскажу, что я делаю на этой просадке, и я озвучу свое мнение касательно дальнейшего движения. Так что давайте без лишних слов сразу поддерживайте видео лайком, пишите комментарии. $10 за прошлый комментарий собирает этот зритель, а мы начинаем. Итак, как вы можете заметить, события на крипторынке разворачиваются очень быстро, и поэтому, чтобы не ждать вот такие полноценные видео, все свои актуальные идеи и мысли я быстро публикую в Telegram. До падения на 60 тысяч я четко написал, что буду накапливать лонги в диапазоне выше 58 тысяч и хеджироваться пут-опционами, а также озвучив 2 сценария на неделю и на месяц. Поэтому, кто хочет конкретику, как говорится, здесь и сейчас, вам в Telegram. Справедливости ради, не могу сказать, что падала не только крипта. За последнюю неделю упала вообще все, что только могло. Золото и серебро обвалились почти на 1 триллион долларов. Фондовый рынок США потерял около 2 триллионов. Биткоин и альты обновили годовые минимумы. А когда одновременно летят вниз акции, металлы и крипта, это значит, что крупный капитал резко снижает риск. Вот что фундаментально давит на рынке. Первое – это жесткая позиция ФРС. Рынок все активнее закладывает сценарий повышения ставки на 25 базисных пунктов в этом году. Хотя еще несколько месяцев назад большинство было уверено, что ФРС будет снижать ставку и уж никак не повышать. И вот этот разворот полностью меняет движение ликвидности. Второе – это снижение рисков перед заседанием ФРС. Напомню, оно пройдет 17 июня. И сейчас вокруг него слишком много неопределенности. Никто не знает, что скажет Ворш. Это его первое заседание на посту главы ФРС. И какой риторики он будет придерживаться, реально непонятно. Потому что, казалось бы, это человек Трампа, и он был поставлен только с одной целью – резать ставки. Но вот только война, в которой застрял Трамп, раздувает инфляцию, и теперь все проблемы в экономике США ложатся на руки Ворша. Но из этого выплывает третье – затянувшийся конфликт. Мирное соглашение между США и Ираном до сих пор не заключили. Более того, Иран прекратил переговоры и возобновил атаки. На этом фоне нефть продолжает держаться выше $90. И четвертое – это слишком много эйфории. После сильного роста акции вошли в состояние перегрева. Когда рынок слишком долго растет без нормальной коррекции, у инвесторов появляется ощущение, что падения больше не будет. Но именно в такие моменты рынок и разворачивается. После падения фонды корреляция с криптой усиливается. Ликвидность уходит, плечи начинают выбивать, и давление переходит уже на биткоин и альткоины. И это не первый раз. Что-то похожее мы уже видели в конце января, когда почти все рынки падали одновременно. Сейчас происходит примерно то же самое. Рынок смывает вот эту лишнюю жадность, по большей части во фьючах, и выбивает слабые руки. Так вот, под конец этой недели мы так и не удержали уровень 62 тысячи и пробили те самые 60 тысяч. А минимум был отмечен на уровне 59. Поэтому лично я бы сейчас разделил сценарий на 2 горизонта. Ближайшая неделя, а также месяц-два.
В рамках ближайшей недели вероятность движения к уровню 58 тысяч заметно выросла. Если биткоин не сможет быстро вернуться на уровень 62 и закрепиться выше, рынок может продолжить снижение ниже. Область 60-58 тысяч сейчас становится ключевой зоной, где я буду смотреть на реакцию покупателя. Но здесь важно понимать, даже если от уровня 58 тысяч мы увидим отскок, это еще не значит, что то самое дно найдено. После такого снижения рынок вполне может перейти в консолидацию, немного выдохнуть и дать ложный разворот вверх. Например, движение в диапазоне 10-20% в область 65-68 тысяч. Визуально это может показаться как восстановление. Многие снова начнут говорить, что коррекция закончилась, что рынок нашел дно, что пора возвращаться в альты. Но я бы не спешил с такими выводами. Потому что если смотреть шире, в горизонте месяца-двух, после такого ложного разворота я допускаю еще одну волну снижения. И уже там следующая зона интереса для меня — это 55-53 тысячи. Почему именно так? Потому что рынку часто недостаточно просто сходить к очевидному уровню, где все ждут покупку. Ему нужно сначала дать надежду на разворот, вернуть людей в позиции и снова разогнать ожидания, а потом еще раз выбить слабые руки ниже. Это классическая механика рынка. Сначала страх, потом ложная надежда, потом финальная капитуляция. Что касается трейда, моя стратегия пока не меняется. Я по-прежнему рассматриваю открытие лонгов в диапазоне 60-58 тысяч. Но не вслепую, а по реакции цены и триггеру. Для меня важно увидеть, что покупатель действительно появляется, что мы хотя бы несколько дней подряд закрываемся в плюс, хотя бы 2-3 дня. А не просто, как говорится, ловим падающий нож. Такие позиции можно дополнительно страховать пут-опционами ниже уровня 57 тысяч. В этом случае основной риск ограничивается премией за опцион. То есть, если рынок падает ниже, то пут-опцион частично компенсирует просадку по лонгу. По споту моя глобальная идея остается прежней. Я не один раз говорил, все, что ниже 80 тысяч по биткоину, я продолжаю рассматривать как зону накопления. Почему? Потому что я по-прежнему верю в биткоин по 150, 160 и в идеале 200 тысяч. А от 80 тысяч это как раз таки x2 и выше, что неплохо для этого цикла. Но здесь важно не путать спот и трейдинг. Спот — это долгосрочная позиция, где я набираю актив постепенно, а трейдинг — это работа с конкретным уровнем, стопом, хеджем и понятным риском. Поэтому сейчас я смотрю на 60-58 тысяч, реакцию покупателей, ликвидации, фондовый рынок и ожидания поставки ФРС. Если биткоин удержит эту зону, можно будет искать локальный отскок. Поэтому я рекомендую вам четко разделить те деньги, которые вы используете для трейда и для спота, чтобы у вас не было каши. И вы четко понимали, от каких диапазонов открываете лонги, где покупаете спот и сколько у вас остается для дополнительного усреднения, как минимум на ближайшие пару месяцев. Ведь также имея ликвидность, у вас будет возможность рассмотреть более перспективные идеи, пока крипта в просадке и консолидации. Например, сейчас предстоящее IPO SpaceX 12 июня, которое может привлечь 75 миллиардов долларов, продолжает оставаться темой номер один на рынке акций. Инвесторы по всему миру уже готовят деньги, чтобы зафиксировать рост на старте запуска. Но я прекрасно понимаю, что далеко не у всех моих зрителей есть иностранный брокерский счет, а его создание — это вообще отдельная история. Но как же тогда реализовать свои идеи, даже если вы знаете, что акции на листинге взлетят? Все просто. Наш официальный партнер биржа BitGet запускает сток 2.0. Это не просто возможность торговать на движении цен американских акций, это полноценная покупка ценных бумаг 1 к 1 с хранением прямо на бирже, с мизерной комиссией и знаете что еще? Возможностью получать дивиденды. Не нужно никаких бумаг, отчетов, выписок с банков, как требуют все брокеры, просто регистрация и верификация. Все. Покупаешь акции Apple, как советовал старик Баффет, и ждешь квартальные дивиденды, или зарабатываешь на буме ИИ, как, например, на компании Marvell Technology, о которой я недавно рассказывал, и по словам главы Nvidia, она станет следующей триллионной компанией ИИ. По сути, BitGet делает фондовый рынок США доступным так же просто, как крипту. Параллельно прямо сейчас проходит акция для всех подписчиков Coin22. Новые пользователи могут получить бонусы до 1000 USDT за регистрацию по ссылке, пополнение и первую сделку по акциям. А какую именно первую сделку провести, вы узнаете благодаря нашей подписке Pro, которая разбита на 3 направления. Это трейдинг, где мы торгуем на крипте и акциях, Option, на котором обучаем работать с опционами и страховать себя от просадок ниже уровня 57 тысяч, как мы сегодня разобрали, и System, где вы полностью измените подход к инвестированию и трейдингу и научитесь работать с мировыми активами, нефтью, золотом, комбинировать их между собой и собирать большие прибыльные конструкции. Обучение для новичков есть, поддержка есть, закрытое VIP-сообщество с прибыльными сделками также есть, и это далеко не все. Поэтому, чтобы реализовать свои идеи по акциям, регистрируйтесь на BitGet по ссылке в описании, а чтобы знать, как максимизировать их прибыль, присоединяйтесь к подписке Pro.
Если говорить честно, то у криптовалюты была и есть одна большая проблема – это ликвидность. Это важно понимать, крипта не растет сама по себе, ей, как и акциям, нужна ликвидность. Когда в системе много дешевых денег, инвесторы активнее покупают рискованные активы – акции, технологический сектор, биткоин, альткоины. Но когда ликвидность сжимается, первым делом начинают страдать именно такие активы. И вот здесь Трамп стал для рынков надеждой. После 10 октября инвесторы поверили, что политический фактор может изменить ситуацию. Рынок начал закладывать ожидания более мягкой политики, более благоприятной среды для бизнеса и потенциальное возвращение ликвидности. И именно на этой надежде произошел тот самый отскок. Но сама проблема никуда не исчезла. Главные риски были не только в криптовалюте. Они были глубже. В экономике, в политике ФРС, в действиях Пауэлла и в ожиданиях по ставкам. Рынок ждал сигналов, что ФРС начнет смягчать политику. Но вместо этого инвесторы увидели неопределенность, жесткую риторику и отсутствие гарантий, что дальше деньги быстро вернутся в систему. Именно это и стало ключевым триггером. Крипта падала не потому, что с ней резко что-то случилось. Она падала потому, что из рынка начал уходить главный ресурс для роста – это ликвидность. А когда ликвидности нет, даже сильные активы начинают падать. И да, личная моя ошибка была в том, что я переоценил влияние Трампа и потенциал того, что фундаментальные факторы, влияющие на крипту, могут быстро измениться. Я ожидал, что политический фактор быстрее развернет ожидания рынка, но вся эта история слишком затянулась. Именно это привело к текущему результату. При этом проблемы в экономике США я никогда не отрицал. Я понимал, что ситуация остается шаткой. Процентные ставки ФРС, инфляция, рынок труда – все это продолжало давить на рискованные активы. Но я по-прежнему считаю, что ключевой фактор сейчас – это дорогая нефть. Как только она упадет, рынок быстро развернется на 180 градусов. Для этого рынку нужна хотя бы промежуточная сделка между США и Ираном. Не обязательно финальное соглашение, но хотя бы сигнал, что стороны готовы двигаться к деэскалации. Это сразу снизит давление на нефть, инфляционные ожидания и, соответственно, на политику ФРС. Отдельный промежуточный фактор – это Уорш. Сейчас он молчит и никак не комментирует экономику США. Да, мы знаем, что он верит в снижение инфляции за счет ИИ и роста производительности. Но главный вопрос в другом. Сыграет ли этот козырь на фоне дорогой нефти и войны? Потому что одно дело говорить о снижении инфляции в спокойной экономике, и совсем другое, когда нефть держится высоко, геополитика давит, а рынки снова начинают закладывать жесткий сценарий по ставкам. Поэтому, честно говоря, я с большим интересом жду его выступления 17 числа. Но что же там по нашему дну, точнее по дну биткоина? Давайте наложим классический 4-летний цикл на его цену. Я сейчас рассматриваю сценарий не как моментальное восстановление, а как растущий цикл через несколько фаз. И давайте их разберем. Начнем с июня. Это фаза ликвидаций. Рынок выбивает плечи, ломает ожидания, сносит стопы и заставляет инвестора выходить из позиций на эмоциях. Дальше идет июль. Он может стать фазой консолидации. После сильного падения рынок обычно не разворачивается сразу, и ему нужно время, чтобы переварить ликвидации, собрать новый баланс и сформировать диапазон. Август я рассматриваю как потенциальную фазу восстановления. После давления консолидации рынок может дать сильный отскок. В этот момент многие снова начнут говорить, что дно найдено, и бычий рынок возвращается. Но именно здесь важно быть осторожным. Сентябрь может стать фазой бычьей ловушки. То есть рынок даст красивый рост, вернет оптимизм, заставит людей снова зайти в позиции, но этот рост может оказаться не началом нового тренда, а временным отскоком перед еще одной волной снижения. Октябрь в таком сценарии может снова стать месяцем ликвидации. Если экономическая ситуация в США не улучшится, если дорогая нефть будет давить на инфляцию, а ФРС не даст рынку мягкий сигнал, тогда риск повторного снижения остается высоким. И уже в ноябре этого года я допускаю потенциальное дно биткоина в диапазоне 55, 53, 52 тысячи. Почему именно эта зона? Потому что рынок часто ставит дно там, где большинство его не ждет. Сначала он дает надежду, потом дает ложный разворот, возвращение людей в риск, а затем еще раз выбивает слабые руки. И только после такой финальной капитуляции может начаться настоящее накопление. Декабрь в этом сценарии может стать месяцем консолидации, то есть рынок уже перестает агрессивно падать, но еще не готов к полноценному росту. Это период, когда сильные руки начинают спокойно набирать позицию, пока большинство все еще находится в страхе. Январь следующего года может стать фазой накопления и возврата доверия к рынку. Если биткоин удержит дно, если ликвидность начнет возвращаться, если ФРС даст более мягкий сигнал, а давление в геополитике упадет, тогда у рынка может появиться шанс на восстановление в сторону 125 тысяч. Но важно понимать, это не базовый прогноз, а сценарий, который зависит от макроэкономики. Если в экономике США не будет улучшений, если нефть будет дорогой, инфляция будет расти, а ФРС не даст надежды на мягкую политику, тогда путь к новому максимуму может быть намного дольше и болезненней.
Если же следовать обычному 4-летнему циклу биткоина через халвинг, то новый максимум уже может прийти к марту 2028 года. Именно тогда рынок потенциально может завершить большую фазу накопления, пройти через восстановление и выйти на новый максимум. Сейчас главное не путать локальный отскок с началом нового бычьего рынка. Настоящее дно формируется обычно не тогда, когда все его ждут, а тогда, когда большинство уже перестает верить в восстановление. Как бы это банально ни звучало, но так было всегда. Если же ситуация в экономике изменится кардинально и появятся условия для рискованных активов, например, на фоне риторики Ворша, на которого 100% будет давить Трамп, то этот цикл может пойти по другому сценарию. Июнь, ликвидации, рынок выбивает плечи, биткоин теряет ключевые уровни, альткоины падают сильнее, страх возвращается. Июль – перезагрузка. После сильного давления рынку нужно время, чтобы стабилизироваться и найти новый баланс. Август – накопление. Если падение замедлится, крупные игроки могут начать аккуратно набирать позицию. Сентябрь – восстановление. Рынок может дать сильный отскок, вернуть оптимизм и снова создать ощущение продолжения бычьего тренда. Октябрь – новый максимум. При улучшении ликвидности биткоин может обновить максимум. Ноябрь – бычья ловушка. После нового максимума большинство снова может поверить в бесконечный рост. И именно там крупные игроки могут начать фиксировать прибыль. Декабрь – резкое падение. Рынок быстро развернется вниз, выбивая тех, кто зашел на эмоциях. Январь – паника, февраль – капитуляция, а уже март – потенциально новое дно. Именно там рынок может завершить фазу страха и перейти к новому накоплению. Глядя на июнь, сейчас мы реально идем по первой фазе этого сценария, фазе ликвидаций. Но знаете, что общего у первого и второго? Это временные рамки накопления, которые начинаются уже этим летом и осенью. Но что делать, если у вас уже есть биткоин или, например, альткоины, но свободных денег для усреднения и новых покупок уже нет? Именно для этого я и озвучивал временные рамки, где мы потенциально можем увидеть бычью ловушку перед еще одним снижением. Здесь принцип такой: если рынок сначала даст локальный отскок, это может стать возможностью частично зафиксировать позицию, освободить ликвидность и уже потом дождаться повторного снижения. В таком случае у нас появляется разница, на которой мы можем купить больше монет ниже и тем самым увеличить потенциал на следующей фазе роста. Но вот что важно, ни в коем случае не нужно продавать весь портфель. В крипте нельзя выходить из рынка на 100%, потому что если повторной просадки не будет, вы просто остаетесь вне рынка в момент восстановления. У вас всегда должна оставаться часть позиции, чтобы даже при резком развороте вверх вы продолжали участвовать в росте. Если же рынок все-таки даст повторное снижение, тогда свободную ликвидность можно использовать для новой покупки. Даже если часть позиций придется добрать выше, итоговая средняя цена все равно может быть лучше, чем просто в тупую покупать монеты, когда все летит вверх. Этот же принцип работает и с альтами. Да, они упали гораздо сильнее биткоина, но они все равно коррелируют с его движением. Если биткоин даст сложный отскок, альты тоже могут восстановиться сильнее. И этот отскок можно использовать, чтобы частично выйти, забрать ликвидность и подготовиться к переходу ниже. Плюс, как я уже писал в Telegram, в такие моменты позицию можно дополнительно страховать опционами. Информация о том, как это делать, есть в Option. Поэтому, пока экономическая обстановка не меняется, я продолжаю придерживаться двух основных сценариев – на неделю и на месяц. В рамках ближайших пару недель я рассматриваю движение биткоина в диапазоне 60-58 тысяч с постепенным набором лонгов. После этого рынок может перейти в консолидацию и дать ложный разворот вверх на 10-20%, примерно в область 65-68 тысяч. Такой отскок может создать ощущение, что дно уже найдено и рынок готов идти вверх. Но если смотреть шире, в горизонте месяца-двух, после такого ложного разворота, я еще допускаю повторное снижение в область 55-52 тысячи. Именно там рынок потенциально может отметить дно текущего цикла. Сразу подчеркиваю, это не финальный приговор рынку, а потенциальное развитие событий при текущих условиях. И если ситуация начнет меняться в положительную сторону, я буду пересматривать уровни и заранее сообщать вам о своих прогнозах и ключевых уровнях здесь, на YouTube. А в Телеграме публикую информацию быстрее и конкретней, чтобы вы не ждали отдельное видео по каждому движению рынка. Поэтому всем спасибо за просмотр и за вашу поддержку, особенно в такие непростые времена на рынке. Но, друзья, когда я запускал канал, биткоин тоже стоил 60 тысяч, потом он падал на 30, 20 и почти 15. И по итогу мы все равно пришли туда, где находимся сейчас. Рынок всегда проходит через страх, ликвидации и сомнения. Главное не терять голову, не действовать на эмоциях и всегда иметь план. Пишите ваше мнение в комментариях, пишите, что вы думаете по биткоину, ждете восстановления или падения цены, подписывайтесь на Telegram, ставьте видео лайк. Друзья, всем желаю удачи, до скорых встреч!